Привет, мои дорогие! Привет, мои котики! У нас сегодня будет с вами гадание. Гадание на тему, что он думает о вас сейчас. Вот давайте посмотрим. Прям в этот момент, когда вы открыли это гадание, когда вы загадываете определенный свой вариант, давайте с вами глянем. Откроем, девочки, космос, поплывем в него и посмотрим, что он о вас думает прямо сейчас, когда вы на него гадаете. Вот вы думаете о нем, и мы сейчас посмотрим, что же он думает о вас сейчас. Если ответная реакция, как он откликается на вас, у нас будет, как всегда, 4 варианта, что он думает о вас сейчас. И мы с вами посмотрим, что он думает о вас сейчас. Посмотрите, пожалуйста, на рубашку. Первая, вторая, третья, четвертая. Что он думает о вас сейчас? Прямо в тот момент, когда вы выбираете, загадываете, представляете своего этого мужчину. И давайте заглянем ему в голову. Его мысли о вас. Не чувства именно, а именно то, что он думает, да? То, что он сам понимает. То есть не просто там какое-то бессознательное, да? А именно то, что он думает о вас прямо сейчас, в этот момент, когда вы загадываете. Первый, второй, третий, четвертый вариант. И знаете, девочки, вот не поверите, да, сижу я сейчас, у меня телефон включен на бесшумный, и мне, короче, прям приходит сейчас ссылка. Написал чел мне. Я не буду вот просто сейчас показывать вам на телефоне, потому что тут имя и фамилия, да, и сразу же, как только разложила, сразу какой-то чел написал «Привет». Ну, я знаю этого чела. Ну что, давайте посмотрим, что у вас там. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Аж у нас все бурлит, кипит. Мужики объявляются, девочки. И это тоже хороший знак. Ну что он думает о вас сейчас? Выбрали? Слева направо начинаем мутузить наших королей. Первый вариант, девочки, что он думает о вас сейчас? Двойка мечей выпала. Девочки, смотрите, такая ситуация. Либо вы ему написали без ответа, либо он вам написал и остался без ответа, да? То есть тут какой-то незавершенный между вами коннект. Кто-то из вас что-то спросил. И смотрите, он, получается, по двойке мечей без ответа. Как будто он вам послал какое-то сообщение, которое как-то вы проигнорировали. Какой-то вопрос он вам задал. Может быть, витиевато. Может, это был какой-то намек. Может, это было какое-то телодвижение девочки его, которое только ему можно понять, что это было. И он ждет от вас определенного ответа, который вы не даете ему. Он думает о том, что вы ему не ответили на какой-то его вопрос, который он вам задал. Еще я бы не сказала, что он прям ждет, когда вы прямо сейчас ему там напишите, да. Но дело в том, что у вас такое многоточие поставлено. Если это бывший, не бывший, там настоящие девочки, да, может быть, будущие, просто на кого вы загадали, с которым у вас еще нет отношений, но к этому все идет, да, какой-то вопрос без ответа. Ну, давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Восьмерка кубков выпала, да? И причем эта восьмерка кубков, это такое, знаете, с мечами странное, девочки. Если честно, расклад такой получается. Двойка мечей и восьмерка кубков выпала вам. Он бесится, он реально бесится от того, что вы проигнорировали. И дело в том, что если он вас игнорирует, да, то есть вы ему что-то написали, а он вам не отвечает, да, или куда-то слился, или непонятно какая-то происходит, это вот я пытаюсь со всех сторон объяснить вам этот первый вариант. Незавершенность, нету какого-то четкого ответа, да или нет. И у него по восьмерке кубков, и это даже не скучание, это больше, чем скучание по вам, да, это даже сродни тоске.
это мужская тоска по вам и в то же время бешенство от того, что вы проигнорировали какое-то его такое, какой-то шаг, какое-то действие, какую-то речь, монолог, вопрос, который для него был значим для того, чтобы дальше пытаться с вами дальше взаимодействовать, да. То есть тут до какого-то момента мужчина шел к вам навстречу, а потом он, вот знаете, вы же на что-то не ответили, и он так замкнулся в себе. Но у него дальше в мыслях девочки, да, у него даже не мысли, у него идут чувства. Он не знает, как дальше действовать по отношению к вам, но это такое, знаете, когда мужчина думает о женщине, иногда у некоторых мужчин можно по мордочке лица словить такое, что он так, знаете, умиляется чем-то. Ух ты, моя бусечка, да, ух ты, моя зоечка. И тут вот у него это просматривается в вашу сторону. Умиление какое-то, да, что когда он на вас смотрит, он вами любуется. Когда он думает о вас, да, он думает, ух ты, моя бусечка, моя красотулечка, заюшечка моя, мой котеночек, да. Но судя по тому, что он бесится из-за того, что не получил какого-то конкретного ответа, да, то он бездействует. Вот такие дела. Давайте еще посмотрим, что он думает прям о вас сейчас. Вот девочки реально то, что реально думает. Королева, девочки, пентаклей. Он думает о вас, что вы сама себе на уме, что у вас есть какие-то планы, которые с ним не связаны. Возможно, этот мужчина думает, что у вас есть какая-то даже вторая жизнь, либо неуверенность в том, что вы его выберете, девочки, да. Вот, это все вот вы королева этой пентакли, вы выпали из-за того, что вы не дали ответ на какой-то его вопрос. Причем мужики, девочки, вопросы задают, знаете, иногда в таких дебильных формах, что просто иногда кажется, да, что это вообще было? И вот если ваш мужчина такой, что у него там, грубо говоря, бабник был, он будет дебильновато как-то, знаете, выяснять отношения. То есть он не будет прямо вам говорить. Потом, как говорит Вероника Степанова, если вы знаете, да, психолога такого, эти вот программисты-анальники, да, что они так тоже себя как-то витиевато ведут. Вот если такой он. Но вот если более-менее такой уверенный в себе мужчина, он, скорее всего, вам что-то прямо задал, да, и вы что-то пропустили в плане реакции, вы не показали на что-то реакцию. Или, например, он подарил вам подарочек, и вы такие, классно, ну и все. Или там вообще не было какой-то реакции. Либо он, знаете, выставил там, если он нарцисс какой-то, выставил свою фотку, а вы ее не лайкнули, девочки, да, то есть не сделали шаг ответный. То есть тут по картам идет, что он сделал к вам шаг, не получил никакого ответа, умиляется и думает о вас, и в то же время видит, что вы такая сама себе на уме кошка, которая гуляет сама по себе. И что ждать от вас каких-то прямых конкретных ответов, да, очень тяжело, не заслужив ваше уважение, да. Высоко он вас ценит, девочки, как перспективную такую женщину. И причем не в плане даже отношений вместе с ним, да, а сколько по жизни, что такая, возможно, бизнес-вумен, крутая, умная, уверенная в себе, красивая, что она не будет одна, что у нее все и так будет хорошо. И он понимает, что как бы за вами надо охотиться, что вас надо добиваться, да. Но он вот пытается вас добиваться, но еще вот это вот срабатывает такое, ну, что я буду биться, как воробей в этом окно магазина. И думает, ну, один раз я там подскакал, она меня не берет, может, ей я не интересен. То есть, девочки, если вы не будете как бы реагировать здесь на его какие-то действия, да, то он будет сливаться. Потихоньку как-то вот будет чувствовать не то, что больше неуверенным, а может, ей вообще не нужен и все остальное. Потому что у него четкая мысль о том, что вы королева,
пентакливая, королева, которая сама себе на уме, королева, которая и без него выживет, и проживет, и все остальное. А давайте еще. Девочки, он о вас много думает. Здесь по первому варианту реально очень много мыслей у вас, да, рассуждений, я бы даже сказала. Что он думает о вас сейчас? Он хочет быть с вами, девочки. И тут вот рыцарь мечевой выпал, да, это говорит о том, что я хочу быть с ней. Он хочет быть с вами. И он сделал этот какой-то шаг по отношению к вам. Но тут очень классная фигня, девочки, которую можно психологически словить и понять, нужен вам мужчина этот или нет. Какое это его действие, какой вопрос остался без ответа? Возможно, может, он вам предложил там пойти в свингер-клуб, да, и вы, конечно же, это проигнорировали и сказали, да, ну, не то, что там, да пошел ты, а типа не повелись. А может, девочки, он вам предложил поиграть в фантики, да, в Берика, там еще что-то. Вот какое-то что-то может быть не очень понятное вам, потому что почему вы это проигнорировали? Но для него это важно, и это должно проявляться в его жизни дальше, потому что он задал этот вопрос, который касается именно его жизни. И будете ли вы это принимать дальше в его жизни, девочки? Я тут, конечно, очень сильно там сутрировала. Мое любимое слово, девочки, утрировать, да, насчет того, что какой вопрос, да, или что он вам, что осталось без ответа. Но обратите внимание, что это действительно какая-то даже красная линия в его жизни. И он об этом думает, как его принимают, как его оценивают. Будет ли он с этой женщиной, он оценивает только потому, как она реагирует именно на то, что он задает. И еще такой момент, девочки. Тут очень все близко лежит. Такое ощущение, что он либо недавно вам это какой-то вопрос задавал, либо, девочки, это светит вам в ближайшие дни. Вот прям в ближайшие несколько дней, да, вот этот мужчина вот этот вопрос может задать. И фишка в том, что вы и захотите это оставить без ответа, потому что это в вашем характере. Вы как королева опять захотите это проигнорировать, либо проигнорируете. Но зато возьмите это на вооружение, вот эти вот вопросы, которые он будет задавать, девочки. Очень сильно это связано с его жизнью. Например, он может спросить, а поехала ли бы ты со мной жить в Тайвань, к примеру, да, на Тайвань? Или, а как ты относишься там а, к моей подруге Маше? И что вы такие, блин, а я, ну, вы даже подумайте, что я должна отвечать на этот вопрос, да? Ну, то есть что-то будет очень важно, что идет в его жизни, без чего он жить не может, и он вот спрашивает вас, показывает вам, как же ты будешь реагировать на это. Вы для него смачная конфета, вы для него загадочная личность, вы для него очень перспективная, девочки. И он будет, если вы не в паре или вы уже, например, в паре, да, то он, как бы этот мечевой не выеживался, да, он все равно подкаблучник. Вот у таких женщин, как вы, вот этот мужчина подкаблучник. Так что на вопрос, девочки, что он думает о вас сейчас, думает очень много. Вы у него в голове, несмотря на то, что мужчина этот бывший, будущий или еще что-то, да, оценивает вас выше, чем даже себя, я бы даже так сказала, да. И вот тут какое-то такое, знаете, притирание, либо присматривание, как вы будете к чему-то относиться. Но дело в том, что вы как раз-таки на эти какие-то его штуки не хотите реагировать, понимаете? В этих отношениях с этим мужчиной все на самом деле зависит от вас, не от него, от вас. Хоть он и пытается, знаете, и вы даете ему это право делать что-то первому, да, а он в своей голове все равно держит то, что надо смотреть, а как же хочет она. Вы побольше, девочки, говорите ему о том, действительно, чего вы хотите в этой жизни, да, и якайте. И в то же время, да, спрашиваете у него, что да как. Вот с этим мужчиной надо четко определиться еще на берегу, перед тем, как с ним плыть на алых парусах в далекое какое-нибудь будущее. С ним надо договариваться, девочки, потому что он, ну, такой
рассудительный. Я не говорю, что положительный или негативный, но он рассудительный, он много рассуждает, и он много рассуждает про вас. И он про вас очень много фишек ваших не догоняет, да. Это не выпал пентакливый король, не выпал пентакливый рыцарь, девочки. Мечевой. Мечевой не до конца понимает одухотворенную личность королевы пентакливой, коей вы для него являетесь. Вот такой вот первый вариант. Думает много, девочки. Ой, как много. Даже вы так о нем не думаете, как он о вас. Вот такой вот первый. Второй вариант. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас, мои дорогие. Боже мой, какие красивые девочки тут. Цветочки, я хотела сказать, эти вот ландыши, но это не ландыши, выпали. Вам выпала десятка кубковая, девочки. Это любовная любовь. Это, если вы с этим мужчиной не рядом, мужчина очень хочет быть с вами рядом, да, он думает о вас, но это даже, это тоже не скучание, это что-то большее, чем скучание. Дальше, это еще может говорить о том, что он вас видел во сне, и он еще это, как говорится, у него от сна еще не отошел. Десятка. Кубковая — это пиковая из младших карт карта, которая говорит о том, что у него какие-то реальные видения в голове, связанные с вами. То есть это может быть обозначать, что он видел вас во сне, и либо то, что у вас будет свидание в ближайшее время с этим мужчиной, тоже обозначает, девочки, что он как-то сильно чувствует ваши феромоны, вашу сексуальность. Вы ему вот именно не просто как женщина нравитесь, да, а вот либо он уже влюбился, либо вот прям в таком остром процессе влюбления, девочки, в вас. Если это, например, бывший какой-то, да, то это мужчина, который не может о вас не думать, да, то есть он не вышел еще с тех переживаний, которые связаны с вами. Неважно, да. Тут реально чувства выпали, тут не выпали, девочки, мысли, тут выпали чувства. Это то, когда думаешь о человеке навзрыд, да, то есть выпил винчика, да, или почувствовал себя одиноким, и сразу такие мысли о вас пошли. Во сне должна прийти женщина, на которой бы он это вот помастурбировал, да. Ну, у мужчин это как эротические сны, и тут вы пришли, вот именно, да. Вот такие у него, девочки, дела. Что он думает о вас? Тройка пентаклей, к чему ты идешь? К чему ты идешь? Девочки, вы с ним встретитесь. Если это бывший, все равно с ним встретитесь, увидитесь. Либо это мужчина ваш, которого вы загадали, с которым у вас будет интим, да, в ближайшее время, ласки, любовь, шуры-муры, любовная любовь, да. Этот мужчина не хочет вас потерять. Вот там такие вот карты выпадают, как будто он, девочки, готов что-то за вас отдать материальное, только чтобы вы как-то не пропадали. Возможно, у кого-то это, девочки, дорогие подарки, а у кого-то хотя бы себе денег на телефон положить, чтобы оставаться на связи для того, чтобы вам позвонить. То есть тут разное может такое быть. И еще карта влюбленных выпала, она мощно тут выпала на пиковой карте этих чувств его, да, и влюбленные, девочки. Мужчина влюблен, мужчина любит, влюбляется. Каким бы это мужчина ни был, даже если это ваш бывший какой-то, либо настоящий, девочки. Ну, смотря какого мужчину вы загадали, смотрите, выпадает реальная такая любовь, да. У него даже нету четких мыслей в голове о вас, да, то есть я бы не сказала, что он просто там думает, там, как вы там моете посуду или еще что-то. Он думает о том, какой кайф, какая даже, вы знаете, такой опьяняющий кайф. Это кайф такой вот, который получают, когда чем-то, каким-то даже веществами балуются, да, ну, то есть одурманенность какая-то, девочки. И он, когда думает о вас, он впадает в вот эту вот одурманенность. Вот такие дела. А давайте еще глянем.
Знаете, что мне вот здесь, в этих картах, вот эта тройка пентаклей, она немножко насторожила, потому что, а что же ты готов отдать-то за то, чтобы чувствовать себя таким одурманем? Как будто это еще, знаете, вот как душу дьяволу продать за то, чтобы она была, да? Вот, но тут какое-то такое идет. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Тут, девочки, смотрите, тут какая фигня-то идет. Я даже не знаю, как и сказать. Ну ладно, скажу, девочки. Тут идет, знаете, вот как есть такие карточные игры, в которых играют на женщин и проигрывают или выигрывают чью-то жену, да. И вот получается здесь как будто вот он играет как в какую-то игру, как карточную, да, чтобы вас выиграть. Это похоже на то, что чтобы у него есть какое-то даже желание обратиться к кому-нибудь, чтобы вас приворожить. Либо, девочки, у него там уже что-то где-то. И если вот некоторые девочки думают, да ладно, он не занимается мужчиной, что они магией, что ли, занимаются? Девочки занимаются. Вы никогда бы даже не подумали, если бы я вам показала некоторых мужчин таких, да, которые, например, со мной там выясняют какие-то такие моменты, не только в бизнесе. Они некоторые приходят, бизнес, ля-ля, тополя, тополя, а потом, знаете, слово за слово, и начинается это. А про жену, а она меня не хочет, а я хочу сделать, чтобы она меня вот прям хотела каждый день, и все такое, да, и какая магия для этого есть. Мужики магичат капитально. Если им попадется, как говорится, такая вот ведьма, которой они будут доверять, девочки, нет такого мужика, который бы не спросил, как бы ему там какую-нибудь женщину к себе там приволочь, да, и они вот как охотники начинают прям уже думать, да, кого бы эту хапануть или кого, да. Так что, девочки, мужчина вот этот думает, как бы вас хапануть. И тут дело в том, что либо магия будет вступать, либо она уже есть, либо, знаете, некоторые мужчины, кстати, когда идут на свидание с женщиной, берут какие-то такие амулеты с собой, которые приносят им какую-то удачу. Это тоже есть. Так что обратите внимание, вот этот мужчина такой. Он хочет, чтобы вы по нем сохли. Вот в прямом смысле этого слова. Вот такой вот второй вариант, девочки. Третий вариант. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Так, у нас тут выпала, девочки, хорошая, счастливая карта. Это карта удачи даже, я вам скажу. Смотрите, какая красота, десятка пентаклей. Вот некоторые заводят такие дома статуэтки слонов, которые открывают или приносят удачу, открывают денежные каналы и все остальное. Но вот как для меня это вот карта, да, это идеальная вообще карта, как с фигурками слоников. Если бы, например, была бы такая картина большая, да, я бы была очень рада, да, вот прям так, как надо. Слон, который стоит на двух ногах, и сверху такие вот пентакли, да, пошли, коины. Ну что, давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас, девочки. Интрига дня. Карта удачи почему-то выпала, но она не говорит о том, что именно о вас он думает. А мы сейчас посмотрим. А смотрите, рыцарь еще пентаклевый пошел. А что он думает о вас сейчас? Это, знаете, девочки, он вот прямо сейчас, в этом моменте, он сейчас самый такой, знаете, и к нему пришла денежная удача какая-то, да, он радуется тому, что что у него, как говорится, с деньгами все хорошо. Либо где-то он, может, выиграл в какую-то лотерею, может, ему долг вернули, может, на работу устроился, ну, короче, что-то такое идет. И насчет вас тут такие дела, что вы как какие-то, он от вас видел ультиматумы, что вы как-то по жизни много хотите,
И когда он был с вами, либо когда он с вами находится, когда он с вами просто разговаривает, вы для него открываете такой мир, о котором даже он не думал. Например, это, например, мужчина, который, ну, допустим, девочки, да, работает там, не знаю кем. Давайте возьмем такую работу кассиром в пятерочке. И вот, ну, допустим, да, и он, понимаете, ходит на работу, да, и он не рассчитывает, не видит вот другой вид, например, заработка, как он работает и получает свою зарплату. Но общаясь с вами, он понимает, что он как-то немногого добился в жизни, и вы ему как подкладываете не то, что там много идей каких-то, о которых он раньше не задумывался, а я бы даже сказала, невыполнимых каких-то идей, что невозможно так жить. Он, как я люблю говорить, у него там потолок, где у вас плинтус, девочки. И на самом деле мужчина тут понимает, что он как-то не дотягивает до вас. Причем либо вы очень красивая такая женщина, либо очень богатая, либо очень умная, либо мудрая, да, а у него как нету такого опыта. И м, он радуется там своим каким-то случайным плюсикам, которые ему дает жизнь, да, ну, она ему дает, она его развивает, он, в принципе, свою жизнь хорошо проживет. Но фишка в том, что он многое не понимает то, что имеете вы. Много не понимает. И может даже девочки не понимать, какая красотулечка ему досталась. Может не до конца понимать, какая умничка, какая мудрая. То есть в силу, возможно, знаете, склада ума, либо, откровенно говоря, IQ, либо еще чего-то, он не до конца понимает, насколько вы шикарны. Понимаете? И дело в том, что вот здесь мужчина, знаете, как может, девочки, быть, да? Что вы вроде бы к нему и тянетесь, а он как-то на вас не реагирует, слабо реагирует, либо, да, либо какие-то ошибки постоянно делает. По одной простой причине, потому что он в силу вот своего восприятия женщин не понимает, насколько вы шикарны. Понимаете? И вот эти вот мечи, девочки, это идет как ваше даже немножко такое разочарование, да, что он на 100% не может вас красиво так оценить. Понимаете? И вот почему-то напрашивается, что есть в мире, для королевы всегда есть король, который на 100% будет ее адекватно и красиво воспринимать и говорить: боже, какая ты моя богиня, моя королева и все остальное. Но вот этот мужчина, девочки, да, рыцарь Пентаклевый, он живет как здесь и сейчас, одномоментно. Он может и рад, что вы в его жизни есть или были, да, но в то же время он не может оценить полную красоту вот этой королевы. И мало того, что не может оценить, да, он делает какие-то ложные выводы о вас. Вот и когда, например, у вас спросить: а что ты думаешь о ней? И он будет такой говорить: ну, это, и это не будет о вас правда. То есть он, девочки, не думает правду о вас сейчас. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас. Он слабенький, девочки. Вот по факту, да. И смотрите, еще и дурак выпал. Слабенький в отношении того, как вас оценить. Это то же самое, что там картину Ван Гога, да, подарить сборщику, не знаю чего там, мебели, мужчине, который работает на шиномонтаже, да. То есть это не человек, он человек больше другого склада ума, и он не способен ахать и охать от картины Ван Гога, потому что он не будет понимать, кто это, да. А если дать, например, какому-нибудь Александру Васильеву, он просто упадет в обморок от красоты, да, этой картины. То есть
разное такое восприятие идет. И он, вот этот мужчина, не в силах воспринимать вас, все ваши положительные качества, а в этих качествах, качеств в вас очень много, он не способен он прямо оценить эту розу. Понимаете? Вот если взять гурмана, которому дать шедевральное, например, приготовление блюда, приготовленное, я не знаю, там каким-нибудь супер мировым шеф-поваром. И Рамзи, да, и он не оценит, он просто съест и скажет, нормально, а чё, хорошо. Он не будет говорить, боже, какое изумительное блюдо с изысканным вкусом, там еще остальное. Короче, девочки, тут есть такое, что он не до конца понимает, кто вы есть на самом деле, да. И дело в том, что, смотрите, какой вы органично и суперорганично. Я бы тут так сказала, если у вас еще не завязались отношения с этим мужчиной, девочки, есть те, которые вас оценят больше, и вам надо, чтобы вас оценивали больше. Вы прям такая, знаете, ягодка, красивая такая королева. А он не оценит вас так, как надо. Но если вы в отношениях с этим мужчиной, да, и то есть вы хотите с ним продолжать эти отношения, и вы хотите от него там чего-то больше добиться, девочки, да, то его надо растить, его надо приучать, его надо воспитывать, дрессировать, все что угодно, потому что он выпадает намного младшими картами, чем вы, понимаете? Вы можете его воспитывать. Дрессировать, девочки, да, показывать новый мир какой-то. Даже для того, чтобы вот, например, если он не говорит вам комплиментов, какая вы красивая, да, а вы понимаете, что вы красивая, то не надо там комплексовать или еще что-то. Вот просто покажите разницу вас с другими женщинами. Не надо там других женщин там обсирать, да, но обратите внимание его, да, что у вас есть это, а у других женщин этого нету. И что вы там, да, не бойтесь сами себе говорить комплименты с доводами и фактами, и своему уму, дипломы, например, какие-то ему свои вспомните, да, и говорите, что это важно, все остальное. Потому что он не понимает до конца, какая вы есть на самом деле. А если взять прям его, девочки, мысли, да, резюмировать вот этот расклад, что я вам скажу так. Либо вот в этот момент он просто не думает о вас, да. Вот если его заставить о вас думать, спросить о вас, да, ну да, он начнет там что-то говорить о вас. Но в этот данный момент он не думает, да. Он занят, девочки, собой. Он занят вспышкой какой-то вот удачи, какого-то везения, его что-то захватило в его жизни, да, что-то такое интересное, удовольствие, но это с деньгами как-то больше связано. Но его надо учить говорить вам комплименты, девочки. Даже, может, знаете, не ждать от него чего-то, а самой проговаривать и говорить, а скажи мне это, да. То есть тут работы непочатый край с этим мужчиной. Но давайте еще глянем, что он думает о вас сейчас. А есть ли перспективы у вас с ним? Есть ли у него перспективы с вами? Знаете, в чем прикол вот этого мужчины, девочки, да? И вообще схемы поведения с этим мужчиной. Мы сначала терпеливо этого мужчину там добиваемся где-то, да, играем с ним. И вот, знаете, вот бывает такое, добиться мужчину там и бросить. И дело в том, что если вы его добьетесь, а потом будет такой момент, что вы там как-то, знаете, куда-то уйдете, бросите его, все остальное, он прям будет раскрывать эти свои чувства, показывать вам эти чувства, понимаете? Тут кубковые любовные карты идут именно после того, когда вы его приручили, да, а потом начали от него, вот как, я извиняюсь, как кота или собаку, да, дрессировать, ну, в хорошем смысле этого слова, да, там сюсим-пусим, муси-пусечки, да, а потом погладили, а потом уходите куда-то, и он идет за вами.
понимаете? То тут надо сначала его приручить, и он тогда будет все время за вами ходить. Да, его надо дрессировать, этого льва. Вот такие вот дела, мои дорогие. Такой вот третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим. Вскроем четвертый вариант, девочки. Печаль, тоска у него, девочки, по вам. Печаль, тоска, причем у него какой-то... Этот мужчина либо плакал, да, либо вот очень сильно там что-то скукоженное у него было, сердечко его. Что он думает о вас сейчас? Ну, он переживал. Причем эти вот переживания были как-то на физическом уровне у него видны, да. Либо он молился, вот так, помоги мне это все пережить, там все такое. Либо, девочки, вот он плакал, возможно, да. То есть вот мужчина как-то переживал боль какую-то. Что он думает о вас сейчас? Он думает, что вам хорошо. И что он поднимется. Девочки, мужчина переживает. Либо вы в разрыве с ним. Какая красивая карта. Destiny. Судьба переводится, девочки. У мужчины черная полоса в жизни. У мужчины печаль. У мужчины какие-то... Либо это проблемы какие-то, болезнь. Что-то не очень хорошо. Слезливое состояние. Слабенькая надежда теплится в нем. Либо это брошенный мужчина, либо вы в ссоре, либо, девочки, вы на расстоянии, да, и вот у него какое-то такое слезливое состояние, что как-то ничего не получается или еще что-то. Ну, короче, тут печаль, тоска у него. Печаль и тоска. Что жизнь фатал какой-то, ничего не изменить, ничего не поменять. И все как есть. Опустил лапки. Что он думает именно о вас сейчас? Дьявол выпал. Роковая. Девочки, такое ощущение, что он какой-то... Это либо от вас какой-то удар идет, да, либо какой-то удар судьбы, где он понимает, что вы либо не можете быть вместе, либо что-то. Тут какая-то даже и личная его внутренняя трагедия идет. Он внутри какая-то личная трагедия. Причем, знаете... О ней трудно говорить, что именно, потому что я скажу так, да, какие я, например, такие личные трагедии наблюдала, и что это было, когда похожее что-то второе шло. Это был маленький член, когда мужчина такой, знаете, интеллигентный, с хорошей семьи, да, все у него, в принципе, хорошо, симпатичный, красивый, да, успешный, но у него маленький член. И это женщины, в принципе, и были с ними, все, никто ему не говорил, что у него маленький член, да. Но фишка в том, что вот он сам переживал насчет этого, и он отказывался. Мужчина, девочки, холостяк всю свою жизнь. Он мечтает о семье, хотел эту семью, да, и все остальное. Но из-за того, что у него маленький член, он думает, что я не удовлетворяю женщин, ни одну не удовлетворил, кому я нужен с этой маленькой пиписькой, да, это она все. Я не буду смотреть женщине это вот, что, и что в отражении ее глаз будет все время моя маленькая пиписка, понимаете? И настолько вот он повернут на этом, да, что все, он себя как бы в этом плане похоронил, то есть он не думает о семье. Вот такой у меня был случай. Потом, девочки, насчет этих мини-трагедий мужских. Возможно, невозможность заиметь детей.
Это какие-то вот у него какие-то трагедии жизненные, возможно, какое-то неизлечимое заболевание. Его, может, оно не так страшно, да, там диабет какой-то, там псориаз, прыщики там какие-то. Кстати, насчет даже вот прыщиков скажу вам, да, у меня есть такой очень он очень богатый человек, очень, девочки, да. Он проматывает иногда вот раз в месяц, когда он отдыхает, вот ему надо напиться очень сильно. Он когда говорит, сколько он потратил, я думаю, ну, вообще, бляха-муха, ну, это, конечно, но для него это нормальная сумма денег. Я вот даже не буду ее озвучивать, девочки, чтобы мы с вами тут не ахали, да. То есть миллионер, и ему, в принципе, любую девушку можно найти, да, любой создать семью. Но у него вот на лице такие ранки и прыщи. И он мне даже, когда мы разговорились тоже на эту тему, потому что, блин, мне надо же как-то человека поддержать, да. И мы говорили даже, какими мазями мазаться. Может, это какой-то кожный клещ у тебя, потому что лицо вот там красное пятнами такими идет, да, что это надо пролечиться. А он боится, понимаете? Из-за этого талантливейший человек, сильный, который прям отдает свою карточку миллионера в руки женщины, да, но на время отдает, потому что он потом женщин этих отпускает, тоже не видит себя в отношениях. И вот этот мужчина, у него какая-то тоже трагедия, возможно, по восприятию себя, как будто он никогда не сможет быть счастливым. У него, девочки, есть это. Либо вот не знаю, как вам тут сказать, да. Будут ли отношения с этим мужчиной, девочки? Ну, фиг его знает. Это вот это либо проходящее, либо не проходящее. Все зависит от того, как вы покажете ему это или нет. А знаете, в чем, ну, роковая карта, которая выпала здесь? Вот она выпала. Когда мы спрашивали, как он вас, девочки, видит, что он о вас думает. Смотрите, кто выпал. Devil. Дьявол, девочки. И вот это вы для него, понимаете? В этап, при которой вот эти его комплексы, они обостряются. Они обострились на максимум. Вот эти его комплексы при вас. И все зависит от вас. Простите вы ему эти комплексы его или не простите? Примете ли вы его таким, как он есть? Или не примете? Да? Но это какое-то судьбоносное решение, которое, в принципе, не, ну, тут я не могу вам здесь по картам навязать какое-то даже мнение свое, потому что как раз-таки выпадает на картах, что ты сама все увидишь, и ты сама все возьмешь от него, да, и ты настолько ему под кожу зашла, ты его настолько ковырнула, что он сбежит от тебя, потому что ты дьявол для него, с которым он не может быть, да. Он прям, когда видит тебя, он вспоминает о своем каком-то, знаете, ничтожном существовании, или что он смертен, или что он просто какой-то ну, не мелкий человек, а просто, что он смертен, да. То есть он о чем-то таком задумывается очень серьезном в своей жизни. Вы для него такая прям вообще. Вы даже не просто для него какая-то женщина, королева и все остальное. В вас он видит отражение своих комплексов. Вы как волну поднимаете в нем. Вы его кармическая женщина, девочки. Карма его. И возможно, что от этой кармы он будет бежать. Возможно, вы, девочки, его вылечите, да, но вы, может, подумаете, знаете, подумаете, что ну ладно, я за него возьмусь, я его спасу и все остальное, да, а потом такого не будет. Возможно, оно как-то, вот этот дьявол, да, он в вас может проявиться в том, что вы как-то, знаете, резко его отпустите, эм, поиграете с ним, да. Ну, он, короче, получит какой-то очень сильный жизненный урок с вами, либо уже его получил, девочки. Вся, а, вся соль ваших отношений, того, что вы повстречались, или того, что вы сейчас загадываете, его здесь в четвертом варианте, либо то, что вы его, что он сейчас думает о вас, да, что он думает, что вы роковая, рок его
фатальная какая-то женщина, которая принесла в его жизнь не какие-то события, а зеркало, в котором он себя видел не в очень красивом варианте, да, что она меня видит насквозь. Ну, короче, тут такая философия, книгу можно написать. У вас с ним проиграется его карма, девочки. Вы ему не просто так на пути попались, да. Вы что-то прям с ним либо уже сделали, либо сделаете. Вы либо в форме наказания пришли к нему, либо в форме помощи, защиты и опоры. Но как это получится у вас, оно даже не зависит от вашего желания. Вы тут тоже как такой инструмент Вселенной, палка, да, или лопата Вселенной, которая должна ударить по нему как-то, да, или наоборот помочь ему выжить. Потому что вы пришли в его жизнь, да, и его жизнь меняется после вашего прихода. Но вы как только выполняете вот это, да, вот это свое предназначение в ваших с ним отношениях, да, то потом с этой карты дьявола вы в кого-то, девочки, превращаетесь. Но вы еще не превратились. И я не могу это на картах вам сейчас говорить, да, потому что... Вот знаете, как говорят в религии, да, пути Господа неисповедимы, да, или там Бог смеется над нашими планами. Тут вот примерно такое же значение. Но давайте еще, девочки, глянем. Тут такой вот вариант, конечно, мама дорогая. Что он думает о вас сейчас? Иерофантом выпал он. Что он думает, что у вас сейчас? Ой, девочки, как вы его делаете, понимаете? Как вы его лепите прям. Лежала себе глина, никто ее не трогал и переродил ее в анант, девочки. 22-й аркан, старший Таро. Хотя все до 21-го идут до мира, и вот вам этот анант выпал. Понимаете? И вот то, что я вам говорила, вот это в этой вот карте, да, и выпало. Он рождается. Он рождается с вами. Вы та сила, которая его рождает. Очень даже я скажу, что, скорее всего, это мужчина, с которым вы как-то коммуницировали в прошлой жизни. И вот ваша встреча с ним в этой жизни, то, что происходит, да, это вот... что-то такое, ну, как бы, я не знаю, серьезное такое. С зачатием связано, да? То есть то, что он жил раньше, это даже жизнью не назовешь. А вот при вас он, как, знаете, зачатие происходит его же. А без вас это было бы невозможно. Очень сильно большая роль ваша в его жизни, но небольшая его роль в вашей жизни. Понимаете? Ведьмы, девочки, вы тут. Прям ведьмы, тут реально ведьмовское идет. Влияние на мужчину. Тут не просто там кармическое, да, жизненное такое, нифига. Тут вы такой вот, это даже не просто учитель для жизни, это вы для него вот Бог, да. Бог, которого он увидел, и волосы у него встали дыбом, потому что он к этому был не готов, и увидел все свои те черты, которые ему надо как-то менять, как-то жить и все остальное. Он как проснулся, может быть, с вами, девочки. Это даже не мысли о вас. Это вы роковая женщина в его жизни. И не факт, что видеть вас все время это самый лучший вариант для него. Если он хочет жить спокойно, не всегда будет, девочки, по этому варианту. То, что жить спокойно, счастливо и весело, он будет вместе с вами. Да? Возможно, что вот как с дьяволом. Но я так думаю, что вот он, если его подождать, и он так вот перерождение это свое пройдет, да, то и вы поменяетесь как-то. И тут, получается, он уже будет из этих вот пажей выплывет и будет королем, и вы из дьявола выйдете и будете королевой, девочки. И тогда, возможно, пара. Но сейчас какое-то такое вот зачатие какое-то происходит, да, какой-то промысел Божий.
Слишком у вас сложная задача, когда вы пришли в его жизнь, девочки. И ее тут в таком вот в общем раскладе не рассмотришь. Это, знаете, это реально так надо. Вот я бы, например, как бы я бы делала, если бы у меня девочка пришла вот на такого мужчину гадать, да, то как минимум 2-3 часа мы с ней эту бы систему всю разжевывали. Но я думаю, что вы поймете, вы всегда думаете, что вы роковая женщина в его жизни, да? И вот с этой точки позиции, с этой точки зрения вам будет очень легко понимать, что происходит в ваших с ним отношениях, когда вы будете думать, что вы роковая женщина в его жизни. Вы увидите вот эти вот все изменения, которые с ним происходят. Все, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.